Окей. Мгм. Хорошо. Все. Начинаю. Всем привет, приветствую. Всем добрый вечер и доброе утро. Ну что, Стив, я хотел предложить сегодня тему для беседы, которая касается бумажных книг и электронных книг, но также в процессе подготовки я понял, что м, я также буду задавать вопросы о книгах и интернете. В Так. общем-то, противопоставление книги и интернета. Мгм. Хорошо? Да, да. Окей. Так что я думаю, нашим зрителям будет любопытно нас послушать. А, Я подготовил не несколько вопросов. Первый из них, Стив, что есть чтение? Как ты понимаешь чтение, что это такое? Что из чтения? Я думаю, Мгм. что чтение– это самый эффективный способ э, коми- э, как сказать, Коммуницировать, э, общаться? не общаться. Общаться, я думаю, что говорить– Мгм. это самый Да-да. эффективный способ общаться. Но чтобы выучить что-то, Мгм. конечно, через опыт, да, мы Мгм. можем учить много. И, может быть, в конечном итоге это опыт, который нам помогает что-то учиться. Да? Но Мгм. мы не можем иметь опыт всевозможных Мгм. ситуаций. Но через чтение мы можем участвовать в много опытах. Да? Э, Мгм. Для этого я, извините, мой русский немножко очень долго не говорил по-русски, но то Мгм. значит, когда мы, например, я читаю книгу, о, может быть, роман в 19 века. Я не могу Мгм. участвовать в жизни в 19 века, но я Мгм. могу через книгу, я могу это сделать. Мгм. Э, Насчет, я не знаю, я купил, не знаю, компьютер. Как использовать Мгм. компьютер? Окей, я могу ищет в Ютубе. Но я тоже, и когда у меня есть опции, да, Мгм. я могу, есть выбор, читать, посмотреть видео или читать. Мгм. Я предпочитаю читать. Это быстрее, и я могу Мгм. когда угодно э, опять читать. Мгм. Это удобный, это эффективный, это экономический, это Экономный. экономный, Экономный. да. И я думаю, это самый... Мы думаем, что у нас есть компьютер, есть, я не знаю, устройство, но сама идея чтения, Мгм. писать, читать, я могу что-то тебя э, how do you say, коммуниковать через чтение. Это фантастически. Передать. Передача. Это Мгм. фантастически. И самый э, факт, что я читаю, там есть Мгм. много буквы, и эти буквы станет смысл. Мгм. Значит, для меня это удивительный способ коммуникации и преподавания или, how do you say, education, я забыл сам. Образование. А? Образование. 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 Это самый эффективный способ образования, да, для меня, Мгм. чтение. И не только, и удовольствие, да, люди, которые любят поэзию, или любят роман, или любят читать книги, как и я, о истории. Я Мгм. читаю книги о истории Средине Азии. Я
могу, ой, I forgot already. Много, Узнать много? Узнать, наверное. да, узнать много, эффективнее. Мгм. Чтение это огромная вещь в нашей Мгм. жизни. И я думаю, что и в России, и в Канаде есть люди, которые плохо читают. Мгм. И самый в нашей жизни нашей самый э, показатель, Мгм. сколько у вас будет в жизни успех, это Мгм. уровень чтения. Мгм. Люди, которые, не все, но статистически, люди, которые хорошо читают, Мгм. у них более успех в профессиональный или академический. Мгм. И люди есть в каждой стране есть 20% людей, которые не очень хорошо читают. Мы говорим, не очень много читают. Ну, да, я понимаю. Да. Стив, если можно, я сейчас процитирую одного философа, Мгм. которого зовут Андрей Баумейстер. Он очень популярен сейчас в Украине. Мгм. А, Когда его спросили про чтение, он сказал, что когда мы читаем, мы дешифруем символы, и это требует концентрации. Мгм. Чтение– это искусство расшифровки знаков, Мгм. и человек может себя реализовать, если у него есть коды к знаковым системам. Мгм. Как можно услышать, что ты думаешь по поводу этого? Потому что мне особенно интересно, поскольку ты человек, который читает на нескольких письменностях, в том числе на фарси и на арабском, иероглифы и так далее. Вот мне особенно интересно узнать у тебя, поскольку ты видишь это с точки зрения разных знаковых систем. Э, Разные знаковые системы. Может быть, и алфавит, кириллский, латинский, Мгм. э, арабский, персидский. Это тоже алфавит, но немножко сложнее. И Мгм. в другой сторону есть иероглиф. Но для меня это э, система писания, и Мгм. надо привыкнуть. Мгм. И что? И наш мозг, систем для создания, how would you say, модель, Мгм. да, pattern, Моделей. модель, Мы так и говорим, паттернов. pattern. И мы можем это сделать или в иероглифе, китайский иероглиф, или кириллский, и латинский. И, конечно, чем более мы используем те или иной систем, тем комфортно. Я Мгм. читаю лучше по-латински, чем по-кириллски, хотя Мгм. кириллский не очень сложно. Но, Да. тем не менее, если я читаю польский, Мгм. который я не знаю так, как хорошо, как русский, но Мгм. по-кириллски немножко сложнее. И арабский тем более, и китайский тем более. Это зависит от сколько ты уже читал в этой системе. Мгм. Надо дать мозг возможность привыкнуть. И шаг за шагом мозг будет привыкнуть. Но я думаю, что не зависит от это латинский, корейский, кириллский, китайский, что угодно. Факт, что мы, как животные, да, жив, несколько сотни тысяч Мгм. лет, мы никогда не читали. И сейчас Мгм. мы имеем это возможности. И я думаю, что тот факт, что наши мозги эм, сейчас имеют это способ, это навыки, это Мгм. огромный шаг, огромный
event, how do you say, событие, События. событие в наше развитие как да, Существ, как вида. так, вида. Species, как вида. Хорошо, тогда позволь, я перейду к следующему вопросу. Есть ли, с твоей точки зрения, разница, когда ты читаешь книги, бумажные книги, Мгм. и когда ты читаешь электронные книги? И если у тебя, ставишь ли ты себе целью в конечном счете читать книги всегда бумажные на самом высоком уровне? Я предпочитаю читать бумажные книги. Мгм. Если я читаю для удовольствия, я читаю по-английски или по-французски, или даже по-русски. Мгм. Когда я читаю книги, где я знаю 95% слов. Мгм. Это минимум. Это минимум. Если есть более чем, я не знаю, 5 слов каждая страница, которые я не Мгм. знаю, это это Мгм. неудобно. Я не люблю. Поскольку, э, даже если не влияет на мое понимание, это раздражает. Я не знаю это слово, что это. Для этого, когда я читаю э, э, языки на языком, который я не очень хорошо знаю, я Да. предпочитаю читать в iPad, где Мгм. я могу Электронные книги. искать слов, фраз, слушать TTS, ударение по-русски, например, или по-арабски, где вообще то, описание не Мгм. имеет отношения немедленно с Мгм. произношением. И поэтому в iPad, в электронном виде есть много э, э, как сказать, advantages, Преимуществ. преимущества, преимущества. Но если читать, как читать Мгм. бумажные книги, но все-таки, если сейчас мы не можем путешествовать, Мгм. COVID, Мгм. но когда я путешествую, я предпочитаю iPad. iPad. Не бумажную Да, книгу. потому что я не хочу, я беру книги из чемодана, да, два-три. Я люблю читать. Если Мгм. я должен каждый раз два-три книги беру с собой, и когда я буду, я Мгм. не знаю, в Киеве буду купить книги, и там и купить книги, у меня есть очень тяжело книги, но Багаж. для Мгм. этого iPad это очень удобно. Я могу купить что угодно немедленно. И Мгм. когда я читаю, я не знаю, в интернете есть интересные книги, я могу эти книги по-английски, по-польски, по-русски, по что угодно купить Конечно. немедленно и начинать читать. Мгм. Это очень удобно. Но читать, как читать, я предпочитаю читать бумажные книги. Бумажные книги. Окей. Хорошо. А, как ты думаешь, зачем вообще бумажные книги в эпоху информации? Я объясню. Дело в том, что где-то в 90-е годы, во всяком случае, на постсоветском пространстве, многие учителя и ученые считали, что книги вымрут, и люди перестанут в будущем читать книжки, вместо этого они будут смотреть видео, они будут больше слушать, то есть получать информацию другим путем. Но похоже, что мы видим, что книги живы, все живы, и, в общем-то, ну, почему так? Как ты думаешь? М, Я думаю, что книги нам нужно, потому что в сегодняшней жизни есть много
how do you say distractions? Отвлечение. Отвлечений. Отвлечение. Отвлечений. Отвлечение. 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 Отвлечений. Много отвлечений. Отвлечение. Это, конечно, есть и плюс, и минус. Да? Мы можем немедленно искать или посмотреть в Твиттер, что случилось. Да? Или много отвлечения. Да, окей, отвлечения. Книги, когда вы сидишь и начинаешь читать, тебе книга и содержание. Да? Да-да. И ты можешь выйти в другой мир, в другой ситуации, и ты можешь, ты не сидишь, ты уже в другой мир. И не может кликнуть, да, в книге нет. Тогда книга, надо читать. Для этого я думаю, что книга это все-таки, это не будет, мы не можем, есть видео, есть iPad, есть что угодно, и будет и еще, я не знаю, artificial intelligence, я не знаю, но бумажный книг, это очень важная активность, да, очень, нам нужно, это, да, я думаю. Что меня спустя вот уже несколько лет практики изучения языка по LingQ поражает, это что Link ведь подразумевает всегда чтение. И я чувствую, что за последние годы Link помогает мне больше концентрироваться, чтение помогает мне концентрироваться, и он помогает развивать мое воображение, потому что, как ты говоришь, Стив, когда ты читаешь книгу, ты убегаешь от реальности, ты путешествуешь в другом времени, и мне кажется, что это интересная мысль, что в интернете знания всегда отрывками, урывками, чуть-чуть здесь, чуть-чуть там и так далее. Но книга, когда особенно это толстая книга, в ней есть сюжет, и там нет отвлечений. Действительно, ты никуда не можешь кликнуть, и это огромное путешествие, которое ты пройдешь в концентрации. Мне кажется, так. Да. И книгу, которую ты читал, я есть. И каждый раз, когда я смотрю на моей библиотеке, я вспомню. И это удовольствие. Книги я Это люблю. удовольствие. Но насчет изучения языка, я не хочу читать книги с много слов, которые я не знаю. И для этого, Раздражает. да, и поэтому, да. Но я хочу, how you say, выше уровень до такой Повысить уровень. степени, что я могу читать по бумажной книге. Из твоего опыта, сколько примерно, я знаю, что от языка к языку эта цифра будет изменяться, сколько примерно должно быть у тебя слов в пассивном словарном запасе, чтобы ты читал бумажные книги? Примерно. Много. Мгм. Это зависит, знаешь, в Link мы считаем каждый вид, каждую форму, Мгм. слова, словаря, это отдельный Словосочетание. слов, да. Мгм. Для этого по-русски может быть и 60 тысяч, 60. по-английски Мгм. 40 тысяч. Я не знаю, Мгм. но много, все-таки много. Мгм. Хорошо. Если есть это, например, человек, который знает славянский язык, может читать другой славянский язык без знания и может
угадать. Да. Да, или человек, который знает итальянский, читает испанский. Но если ты нет такого, если человек, который не знает славянский язык и читает русский, много, 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 много. Хорошо. Стив, скажи, пожалуйста, насколько люди, во-первых, не кажется ли тебе, что сегодня люди читают меньше, чем они читали, допустим, 30 лет назад? И на примере Канады, например, мне интересно узнать, ходят ли люди в публичные библиотеки, популярны ли они или нет, популярны ли книжные магазины, именно где бумажные книги. Я знаю, я не могу сказать, но библиотеки популярны. Люди идут на библиотеку. Есть много активности вокруг библиотек. Люди читают. Люди, там будет митинг, будет дискуссия, будет много чего. Библиотека – это очень хорошая вещь. Очень хорошая вещь. Бумажный, книжный магазин, к сожалению, более есть огромный chains, огромные Мы говорим сети. сети, да, и маленький бумажный, маленький книжный магазин более не существует. Но если я пойду, и сейчас с ковидом не так много, я думаю, что открыт в Ванкувер, я не знаю, но сейчас я немного пойду, если не необходимость, например, купить еды, я иду в магазин, но я не буду I forgot. Но люди идут в книжный магазин. Когда год тому назад, да, много людей идут в книжный магазин. Но большой книжный магазин, большой, трехэтажный, кафе, стал, но сети стал. Сети. Да. Ну, как ты думаешь, И в России, и в Украине тоже, я думаю, да? Магазин. Ну, статистика говорит, что мы стали читать меньше, чем мы читали когда-то. Безусловно, потому что большинство, особенно дети, поскольку у меня теперь есть ребенок, многие родители думают о том, как приучить ребенка к чтению и отучить от вот этого. И это большой вопрос. И как ты думаешь, будут ли люди читать больше в будущем? Наступит ли отход назад опять к книге? Либо все больше и больше гаджеты, все больше и больше виртуальной реальности? Во-первых, чтобы использовать iPhone, надо читать. Но это чтение маленький. Я вижу внучки. У меня есть 5 внуков. Читают. Все читают. Все. И я купил книги для них. И они читают. У них есть иногда бумажные книги, иногда Kindle, да, но читают. И сын читает, и how would you say, daughter-in-law. О, боже, по-русски даже мне сложно с этими всеми родственными. Daughter-in-law. Но это муж. Это невестка, это называется невестка, по-моему.
Жена сына, невестка, по-моему, это называется. Я не Невеста. помню. Жена Наверное, сына. в комментариях, кто будет смотреть, обязательно напишет, как это правильно называется. Я не очень разбираюсь. Но я думаю, что у нас в обществе, я знаю, в Украине тоже, есть люди, которые читают, и люди, которые не читают. И люди, которые хорошо читают, любят читать. И люди, которые не хорошо, и для этого я думаю, что в школах самое важное это помогать ученики читать. И хорошо читать, быстро читать, хорошо читать. Это самая влиятельная вещь. Это читать. Читать. И люди, которые не учатся в школах, да, хорошо читать, у них они тоже может работать и будет. Но я работал с много людей, которые в заводах, да, в нашей лесопильных заводах, люди, которые очень хорошо знают машины и все года, не очень хорошо читают, очень, можно сказать, успешные, да, профессиональные, успешные, у них есть работа. Но статистически люди, которые плохо читают, имеют меньше успех в жизни. Это не все. Ты можешь хорошо читать и не иметь успех, но да. Статистически, да. Среднестатистически. Стив, что ты думаешь о чтении нескольких книг одновременно? И читаешь ли ты несколько книг одновременно на разных языках? Да, это зависит. Да. Сейчас я изучаю и арабский, и персидский. Да? Иногда буду читать. И у меня есть тоже, не только... Класс. Это не только этот персидский, да? Ага. Но это учебник? Или это учебник? Потому что учебник, так и мини-stories наш. Надо опять и опять и опять. Потому что первый раз ты не можешь все и все вспомнить. И я иногда персидский, иногда арабский. Но роман я не могу. Если я читаю роман или читаю книгу «История», но я буду концентрироваться на одном языке? одну книгу. Окей. Хорошо, это интересно. Скажи, пожалуйста, важно ли для тебя фикшн или нон-фикшн? Имеет ли это значение и для тех, кто учит язык? Для тех, я думаю, это вопрос вкуса. Да, я предпочитаю нон-фикшн. Для меня история, это очень интересно. Я изучаю персидский, но я буду читать книги о истории Ирана или история Средней Азии. Это очень интересно. Очень интересно. Влияние Иран на Индию. Индию. Или отношения между турецкими племена или турецкие культура, иранские. Все это очень интересно. И поэтому я предпочитаю читать. Я много чего хочу знать. И был фикшн. Я предпочитаю читать по иностранным языкам. Я люблю Толстой. Люди россияне сказать, не надо читать это. Люди сегодня это старый язык, тебе не помогает. Я совсем не согласен. Совсем не согласен. Я тоже не согласен. И я думаю, что когда мы изучаем иностранный язык, это понемножку не реалии. Реалии это наш язык. Да.
Мгм. Поэтому я люблю читать 19 века в России. Это часть моей удовольствия. Мгм. Другой язык, другой мир, другие времени, другие ситуации. Поэтому Мгм. фикция, да, фикшн, сказки, все. Я читаю по-французски, итальянский, русский. Русский. Я По-английски очень. По-английски я читаю non-fiction. nonfiction. Мгм. Хорошо. Я просто хотел добавить от себя, что последний роман, который я читал на итальянском языке, это роман барселонского автора. И я просто хотел сказать, насколько красивый язык, когда фикшн, эти фразы, это удивительно красивые Да. сравнения, слова, синонимы. А плюс к этому, когда фикшн, когда художественная литература, это называется художественная литература, есть диалоги между людьми, и они все равно иногда общаются, и это очень помогает, в то время как нон-фикшн, как правило, это факты, факты, факты. Поэтому вот, ну Чуть-чуть. да, дело вкуса. Окей. Окей. Хорошо. Еще один Да. вопрос. Окей, ну, я согласен, я согласен. Мгм. И, например, для меня первые книги, которые я читал по-русски, это Мгм. был Толстой, это Мгм. был Крейцерова соната, потому что не очень толстые Она, книги. да, она была маленькая. «Война и мир», это как маленький. Потом я читал и другие книги. И я люблю его использование языка. Толстой. Мгм. Это мой любимый. Это не очень оригинальный, но для меня Ну что? очень ясно, очень хорошо, очень легко понимать. Достоевский, это сложно. Но Толстой, это ясно и красивый. Безусловно, я согласен. Я очень люблю Чехова лично. И тоже Чехов, тоже. Чехов прекрасен. Чехов это для людей, которые изучают язык, есть, да, короткие сказки, да, Мгм. и как Рассказы, мы короткие рассказы. изучаем, мы не хотим читать как много, да, маленькие. Мгм. Сказки это очень, э, да, привлекательно, когда мы изучаем. Окей. Стив, есть такое понятие, как быстрое чтение и медленное чтение. В какой-то момент, вот не знаю, как в Канаде, например, в Украине было очень популярны курсы скорочтения. Да. Быстро читать, наискосок читать, больше информации, больше книг за меньшее время и так далее. Но что ты думаешь по этому поводу? Не теряется ли качество? Особенно, когда мы учим иностранный язык, можем ли мы вообще себе позволить быстро читать? И надо ли? Есть, я попробовал один раз. Я не думаю, Мгм. что это было очень эффективно. Мгм. Я думаю, что чем более мы читаем, тем быстрее мы будем читать. Надо Мгм. много читать. Но, может быть, я старомодный, да, модный, да, может быть, но у меня нет терпения. Мгм. Это как, например, mnemonics. Мнемоника. Мы говорим мнемоника. Мнемоника, да. Это методика запоминания. Да, я не буду проводить времени делать, я буду читать, вспомнить, забивать, неважно. Я не буду, если я эти слова я буду много видеть и буду вспомнить. Мгм. Если сейчас, например, я долгое время не очень читаю или говорю по-русски, я буду забивать немножко. И если я буду начинать говорить или Мгм. читать, но будет немножко... Лучше. Поэтому
Мгм. Быстрое чтение или мнемоника, Мгм. spaced repetition systems я не очень использую. Это не значит, что это не работает. Может быть, работает. Но я попробовал и spaced repetition, мнемоника или быстрое чтение, купить Мгм. книгу, бла-бла-бла-бла, но это не... Я не... How do you say? Покрачивать. I didn't continue. Я не Ну, continue. да, можно сказать, что, ну, я не стал продолжать с Я не этим стал методом. продолжать. Я не Мгм. стал Не продолжать. стал продолжать, пожалуй, так. А, Чтение настолько мощный инструмент для запоминания. Вот как ты думаешь, почему люди, человечество забыло о нем? Почему человечество придумывает все новые, новые системы, мнемонику и так далее? Но чтение, то, что существовало веками, люди М. забыли. Ну, я думаю, что это нормально, что люди что угодно, и люди будут думать новой системы. Мгм. Система, как бегать более быстрее, как, я не знаю, есть Эффективнее. более э, здоровье. Люди Мгм. думают, э, но чтение, как чтение, это будет существовать, будет продолжать. Мгм. Но для меня электронные книги это очень удобно. Мгм. Очень, и у нас есть выбор, еще один выбор. Мы можем, зависит от ситуации, я путешествую, я обязательно читаю Kindle или iPad, Мгм. потому что это удобно. Для изучения языках это удобно. Но если, но и еще один, мы не можем, я не думаю, что это хорошо. Мы должны то же самое содержание мы можем использовать много способов, много, how do you say, approaches, different way. Разные подходы. Подходы. Подходы, разные подходы. До этого я думаю, что читать бумажные книги, читать по iPad, слушать подкаст или слушать Мгм. аудиокниги, у нас есть выбор, и если мы используем все Мгм. эти разных вид, и мы предпочитаем, я не знаю, один предпочитает читать по бумажной книге или Мгм. по электронной книге, или используя все, это хорошо для нас. Variety, how do you say variety? Разнообразие. Разнообразие. Разнообразие, это очень, это хорошо для нас, Это хорошо. для Э, образования, разнообразия. Да, Стив, как ты знаешь, я популяризирую LinkU, твой да. метод, и ко мне приходят разные люди, которые хотят выучить разные языки. И иногда, когда мы начинаем говорить, выясняется, что у человека нету привычки читать даже по-русски. Они говорят, я не читаю. Ну не читаю я. А, Вот каким образом можно людей вдохновить, что ли, попробовать развить эту привычку? Потому что многие после того, как проходят курс со мной, после того, как позанимаются в LinQ, у них привычка развивается. М. Но вначале они скептически относятся. Нет, я лучше буду видео смотреть, я буду смотреть сериалы и так далее. Читать не для меня. Что бы ты сказал таким людям? Но во-первых, видео ты обязательно должен сидеть и посмотреть. Мгм. Окей? Мгм. 1 час видео. Поэтому видео это не очень удобно, это не очень портабильный, это не очень, как это сказать, Портативно мы говорим. портативный. Портативно. Это не портативный. Читать, и так не только в Украине, и много людей не хотят читать. Может быть, в школах они не очень хорошо читал, я не знаю.
Для меня но для изучения языков, языков, И так. Языка, либо языков, и то подходит. языков, это самый мощный способ чтения. Мгм. Самый мощный. Powerful, да. Мощный. Да. Мощный. Но чтобы быть, я не знаю, мы не можем, я не начинаю с чтения, я начинаю с слушания. Мгм. И когда я слушаю, и слушание я могу это в машине, когда я гуляю, или что угодно. Это самый удобный, самый портативный способ изучения. Слышание. Это слышание. И у нас сегодня MP3 есть много чего. Это на мой iPhone у меня есть огромная библиотека я не знаю, 15 языков. Я могу, и как мы думаем, 20 лет тому назад в каждой университете, школа в Украине, в Канаде, там язычный библиотек и много большой тейп-рекордер. Это называется лингофонные кабинеты. Лингофонные кабинеты, большие наушники вот такие. Наушники. И сейчас все, AirPod и iPhone. Слушание это самое портативное. И когда я слушаю, я не понимаю, или я понимаю 20%, 30, 50%, но я хочу читать. Я хочу знать, что это содержание. И поэтому я начинаю слышать. Я слушаю, и понемножку мозг пытается делать, паттерн, что это. И чтобы знать быстро, самый быстрый способ – это чтение. И я слушаю, потом я читаю в линк, в iPad, слова, которые я не знаю, конечно, я ищу, я сохраняю, и понемножку я начинаю понимать это язык, но это начинается с слушания. Но это совершенствовать, или это будет, completed, с чтения. Завершается. Это Завершается чтение. И после того, что я это читал, может быть, много раз, и ищу слов, и потом я слушаю, и все-таки не понимаю. Хотя я и читал, и я искал слова, я сохранял, и потом я слушаю и не понимаю. Потом надо еще раз читать. Но если я буду продолжать это how do you say, virtuous circle. Да? Virtuous circle. Я знаю только vicious circle. Но virtuous circle. Посмотрим. Virtue — это у нас добродетельный круг. Ну, позитивный, не знаю, круг. Позитивный круг. И я буду, это слово, мозг будет привыкнуть. Для этого, я думаю, что если люди будут больше слышать, может быть, любопытство. Что это? Будет how do you say, I forgot everything. Would push them to read. Будет их это можно сказать, сподвигнет их читать больше. Да. Воодушевит, сподвигнет читать больше. Да. И я думаю, что аудиокниги это фантастично. Это прекрасно. Прекрасно. И есть язык, где количество и качество аудиокниги очень хорошо. Это в испанском нет, испанский.
Но по-русски, по-французски, по-шведски, по-немецки есть. Я хотел с тобой поделиться буквально на прошлой неделе. Я готовил курс для людей, которые учат турецкий. Мгм. И я обнаружил, что Storytel, есть такой сайт Storytel, Мгм. у них огромная, просто огромная библиотека на очень разных языках, вплоть до хинди, арабский, турецкий, португальский. Мгм. Аудиокниги Да, огромные. Я поделюсь с тобой. Хорошо, я скину ссылку. Очень много книг. В спасибо. хорошем качестве, хорошие чтецы. Конечно, Да. у меня, если мой уровень недостаточно, у меня Мгм. нужен и аудиокнигу, и книги, Конечно. электронные книги, которые я Мгм. могу импортировать на линк. Потому что Мгм. если нет, но я слушаю арабский, если я буду слушать аудиокнигу по-арабски, будет немножко сложно. И будет Да, это всегда, и даже если я понимаю 20%, есть это любопытство. Любопытство, что это? И поэтому я хочу читать. Но я хочу читать, даже как вы говорили, если я не знаю, если и там есть больше, чем 5% слов, которые я не знаю, я Мгм. предпочитаю читать по электронной виде. Я могу импортировать на линк и искать словаря. Да. Да, это интересно. Стив, пожалуйста, скажи, ты можешь назвать 3 книги на другом языке, которые ты учил, которые повлияли на твою жизнь, повлияли на тебя, оставились в памяти больше всего? Мгм. Фикшн, нон-фикшн не имеет значения. Нет, это сложно. Книги, к сожалению, и когда я читаю, я очень люблю. И когда я кончил книгу, Мгм. кажется, я не очень хорошо вспомню. Что там было? Да. Но я читал последнее времени, я читал книги о персидском влиянии в Индии. Это очень интересно. Очень интересно. Мгм. Может быть, ты можешь назвать ее, и на каком языке ты читаешь ее, на фарси? Это по-английски. The По-английски. Мгм. Persian, I can't remember. Я не вспомню. Когда я читал, когда я изучал итальянский, Мгм. я люблю классики, да, и Мгм. промесси спосы. Мгм. Когда ты говоришь, сказать, говоришь про итальянец, я читаю промесси спосы. Это как русские говорящие, которые изучали русский в школах. Они не любят. Не Они любят. не любят. Но я люблю. И по-французски я люблю Бальзак. Мгм. Я люблю. Это вопрос вкус. Вопрос вкуса. Вкус. Прекрасно. Ну, это все вопросы, которые у меня Окей. были на этот момент. Так что Спасибо. спасибо И большое за извините беседу. на мой русский сейчас я. Но я все-таки я будет продолжаться изучать персидский, арабский и потом турецкий. И когда у меня будет. Потому что я не могу всегда how do you Мгм. say, ревизировать. I can't spend all Повторять. my... А? Повторять. Ну, мы говорим Повторять. повторять. Окей, русский стал немножко хуже, и потом будет лучше. Стив, я хотел попросить, если можно, чтобы мы, может быть, в следующий раз встретимся тоже. Хотя бы раз в месяц вот так брать какую-то тему обсуждать. Хорошо, Это было очень бы очень хорошо помочь. для мой русский тоже. Это очень хорошо для людей, которые нас будут слушать, потому что я рассказываю о тебе так много, и я думаю, им интересно увидеть и услышать, что ты думаешь Окей. о Да, том или с ином удовольствием. вопросе. С удовольствием. Окей, Прекрасно. Тогда я прощаюсь и желаю хорошего дня. У нас уже вечер, и до скорых встреч. окей. Всего хорошего. Все. Тогда, да, можно заканчивать запись, и у тебя останется аудиозапись. Я параллельно записывал еще этот эфир, и я вышлю еще одну запись, вторую. Хорошо. Окей?
Окей. Спасибо. Я Спасибо. Спасибо.